Конрад Фейт в фильме Лотера Мендеза «Еврей Зюс». По одноименному роману Леона Фейхтвангера. В XVIII веке Вюртемберг был маленьким независимым государством под управлением наследного герцога. Это были времена жестокости и всеобщей нетерпимости, а евреи страдали от бойкота и притеснений сильнее прочих. Но однажды там появился человек, полный решимости пожертвовать всем ради власти, чтобы поднять престиж государства и раз и навсегда сломать все преграды гетто. Йозеф Зюс Оппенгеймер был простым смертным. Его дело осталось незавершенным, но его история не забыта. 1730 год от Рождества Христова. И сказал Господь: «Я выведу вас от угнетения египетского в землю, где течет молоко и мед». Где течет молоко и мед. Нас? Туда? Да. Если мы сохраним в наших сердцах веру в слова Его. Почему мы должны здесь жить? Почему мы не можем уйти из гетто? Можем. Но живешь ли ты в бедности здесь? Или по ту сторону стен во дворце? Ты всегда будешь расплачиваться за наше наследие. Всегда? Кто мы такие, чтобы сомневаться в путях Господних? Быть может, когда-нибудь стены падут, как пали стены Иерихона, и все люди станут одним народом. Миль пардон. Я велю наказать своего кучера за его промах. Не стоит. К чему быть таким суровым? Вы правы. Мне стоит наградить его за такое приятное знакомство. Раб Йозеф. Евреи.
Милая девушка, кто они такие? Князь Турн и Таксис и его дочь Мария Августа притесняют евреев. В их стране убили ребенка христианина. Разумеется, за это сожгли еврея. Старые сказки, Ландауэр. Это было 300 лет назад, сейчас на дворе 1730-е. И что? Они сделали это в 1430-х, сделают и сейчас. И в 1830-х, и в 1930-х. Кто их остановит? Ты? Своими шелковыми чулками? Пряжками и кудряшками? Наша свита им помешает? Мне нужно положение, уважение. Не одного себя ради, но ради всех нас. Мне нужна власть. Эх, молодежь. Как ты не можешь понять, что настоящая власть заключается в том, чтобы никогда ее не демонстрировать? Взгляни на мою графиню и тех, с кем я веду дела. Она у власти уже 20 лет. Она делала из этого слишком много шума. И что теперь? Что там? Это фельдмаршал Карл Александр. Это великая честь, Ваше Высочество. Надеюсь, мне у вас понравится. Для меня есть донесение? Нет, Ваше Высочество. Чёртовы политики, сущее проклятие для страны. Да, Ваше Высочество. Ваш портрет, Ваше Высочество, они висят во всех комнатах. Какая победа! Превосходно. Превосходно? Плебей, ты о чем? Он из герцогского дома Вюртембергов. А кто нет? Да он обычный попрошайка. Просит деньги у каждого встречного. Уж я-то знаю. Я однажды ему отказал. У него только одна здоровая нога. Он был ранен в Белграде, он великий генерал. И что ты от меня хочешь? Чтобы я дал ему денег? У меня полно других забот. Я, величайший маршал во всей империи, вынужден ждать горстки вшивых политиков. Да, Ваше Высочество. Можно подумать, что я прошу себе целое герцогство, а не скромную прибавку к жалованию. Покоритель Белграда, с которым обращаются словно с младшим лейтенантом. Я не затем воевал. Войдите. Гонец от князя Турн и Таксис напоминает Вашему Высочеству, что он ожидает удостоиться вашей компании на сегодняшнем балу-маскараде. Я поищу вам костюм, Ваше Высочество. Если позволите, думаю, я мог бы это устроить. Бал-маскарад. Я хромой. Бал-маскарад. Маскарад. Маскарад. Хотя, почему нет? Денег у меня нет, хотя бы развлекусь. Женщинам я нравлюсь. И куда умнее этих политиков, верно, Нофер? Да, Ваше Высочество. А эта Мария Августа хорошенькая. Я бы не прочь увезти ее с собой в Белград. Интересно, она согласится? Денег у меня немного. Войдите. Вот он, Ваше Высочество, только что из Парижа. Его привез один из моих гостей, господин с превосходным вкусом. Как Ваше Высочество может это видеть? Как зовут господина? Ну уже, как его зовут? Ну, вообще-то, Йозеф Зюс Оппенгеймер, Ваше Высочество. Ничего страшного, Нофер. Очень красивый костюм. Сколько ты возьмешь за костюм? Дорогой Ландауэр, мне просто было приятно помочь его высочеству как человек человеку. Войдите. От его королевского высочества. Мы берем костюм. Одну минуту. За ваше содействие. В своих глазах ты, может, и человек. Может, в глазах своей матери ты человек. Может, даже я позволю тебе быть человеком. Но для человека ты не человек.
Вот Белград. Вот турки. А вот я и мои 700 солдат. Как видите, мы были практически окружены. Нам оставалось только одно. Что же? Наступать. Мы стояли с ними лицом к лицу. Когда ветер поднял мой флаг, я увидел девиз своего дома. А там кто? Дерзаю. Озарение, мой дорогой фельдмаршал. Но сегодня я бы хотел, чтобы у меня был другой девиз. Девиз Цезаря. Войни, види, вицы. Вы пришли, увидели, но есть ли у меня шансы на победу? Так хочется подышать свежим воздухом. Позволите составить вам компанию? Да, да, дорогая. Если позволите, Ваше Высочество, он для нее идеальная кандидатура. Благодарю. Со мной в Белград. С вами будут обращаться как с королевой. Королевой? Для вас это ничего не значит? Значит. Но многое зависит от короля. Понимаю. Я не романтик. Разве я так сказала? То есть вы... Я хочу сказать, что вы заставили меня как следует призадуматься. А теперь вы должны отвезти меня к отцу. Я устала. Ты не против пойти домой? Как скажешь, дочка, мне уже достаточно. Кто это такой? Всего лишь еврей. По имени Йозеф Зюс Оппенгеймер. Скажу откровенно, у меня с ним были дела. Йозеф Зюс Оппенгеймер? Вот теперь будет весело. Я чуть было не задал тебе трёпку из-за этого дуката, Зюс. Тогда, Ваше Высочество, я бы оказался в неплохой компании. Разве Ваше Высочество не задали трёпку французскому маршалу? Ты так ловко жонглируешь словами, как если бы учился в Версале. Учился, Ваше Высочество. Ты один из венских Оппенгеймеров? Только в третьем колене. Хорошо, что не ближе. Они отказали мне в помощи, черти. Они понятия не имеют, как обращаться с королевскими особами. Ты мне нравишься, Зюс. Вы что, уже уходите? Да. Хочу поразмышлять о Белграде. Тогда я пойду в игорную залу. Попробую выиграть состояние. Для вас. Замечательно, но, пожалуй, с меня хватит. Ваше Высочество, карта, пожалуйста. $500. 1000. 2000. 4000. У меня столько нету. Если Ваше Высочество окажет мне честь. Спасибо, Зюс. Ну вот, 4000. Отлично, 4000. Ваше Высочество выиграли. Давайте еще. Ты вызвал меня из-за дочери? Значит, не из-за дочери.
Ты пообещал взять ее, Йозеф. Да-да, я знаю, но еще рано. Будет нехорошо для меня, нехорошо для ребенка. Мне нужно уладить еще 1000 дел. И я давил на них, они... Почему ты не хочешь, чтобы люди знали, что ты был женат, что когда-то был счастлив? Но Лия умерла во время родов. Мне хочется браниться всякий раз, когда она просит рассказать о тебе. Я благословил тебя исключительно ради нее. Ноэми сейчас 15. Да, но разве вы не понимаете, что это будет нечестно по отношению к ней? Она так молода, так невинна. Вы можете дать ей лучший кров, нежели я. Она придумала себе вымышленного отца, несмотря на то, что я ей говорил. Теперь она хочет познакомиться с настоящим. Я привезу ребенка в укромный домик в деревне, рядом с тобой. Нет, но куда и когда я ее привезу, сообщу отдельно. Обещанный рай! Я пришел отдать тебе должок. Ты купил мне удачу, Зюс. Так у тебя гости. Да. Это его высочество фельдмаршал князь Карл Александр, а это... Ваше высочество, мой дядя, наш учитель, Раби Габриэль Вандерстратен. Еврейский раввин, да? Маг, колдун, алхимик. Умеешь делать золото? Нет, я не умею делать золото. А мне очень интересна алхимия, эксперименты всякие. Я не богат. Ваш племянник знает об этом. Можете поехать со мной в Белград. Я не умею делать золото. Но в этом вы мне не откажете, маг. Скажите, что вы видите? Говорите же. Прошу меня извинить. Ну уже, я не боюсь. Я участвовал в сотнях сражений. Я дрался на дуэли через носовой платок. Думаете, я не выдержу пророчеств старого еврея? Прошу меня извинить. Отвечай. Я вижу первое и второе. Про первое я вам не скажу. Второе — это княжеская корона. Ну ты загнул, колдун. Княжеская корона! Когда мой кузен-герцог жив-живеханик, как и взрослый кронпринц. Княжеская корона! Все, что я сказал, остается в силе. А что еще за вещь ты там видел? Ушел? Твой дядя не очень-то учтив, Зюс. Вы должны его простить, ваше высочество. Он ворчун, к тому же с причудами. Что было за событие, которое он отказался? Лучше забудьте об этом, ваше высочество. Понимаете, мой дядя — мистик. События, реальные для него, для нас, мирских людей, всего лишь нелепые фантазии. Но княжеская корона, она реальна. Реально, да? Насколько ты можешь меня приблизить к этой княжеской короне? Я в полном распоряжении вашего высочества. И все, чем я владею, тоже. Хорошо, Зюс. Ловлю тебя на слове. Купи мне подарок для прекрасной Марии Августы. Что-нибудь достойное княгини. И доложи о себе завтра у меня на приеме, как о моем персональном казначее. Ваше высочество? На утверждение вашего высочества. Что это? Сюрприз. 1000 чертей.
Ты с ума сошел? Ваше Высочество просили меня найти подарок достойной княгине. Да, но не это. Должно быть, стоит целое состояние. Я не могу себе этого позволить. 30-40 тысяч гульденов. Конечно же нет, Ваше Высочество. Сколько? 1000 гульденов, если Вашему Высочеству будет так угодно. Как ты смеешь оскорблять меня, присвоив себе право предлагать мне подарки? Новости из Белграда? Есть новости, но из столицы, Ваше Высочество, из Штутгарта. Ваш кузен, правящий герцог, был вчера сброшен с лошади. Он пострадал? Погиб, Ваше Высочество. Погиб? Говорят, он сломал позвоночник. Оставьте меня, Ваше Высочество. Позже, а сейчас уходите. Ну, волнуешься, Зюс? Но не забывай, что есть еще кронпринц. Он мне такого удовольствия не доставит. На что ты надеешься? Это чистое везение. Нет, Ваше Высочество. Никакого везения. Это тайное знание. Мой верный безошибочный инстинкт подсказывает, что моя судьба связана с вашей. Безраздельно. Со всем, что у меня есть, и всем, чем я владею. Как я связан с вами, так и вы связаны со мной, Карл Александр. Только взгляните. Столько денег потратил, и все впустую. Откуда мне было знать, что они оба умрут за пару недель? Ладно, началось. Господа, когда один за другим нас безвременно покинули мой предшественник и его сын, и корона герцога досталась мне, необходимость присягнуть на верность Конституции застала меня за иными заботами. Защитить нашу страну от врагов. Как я это сделаю, не имея достойной армии? Ваше Высочество, мы не можем себе позволить более крупную армию. Мы должны это сделать. Люди не могут платить, Ваше Высочество. Учитывая причуды последнего герцога, расходы на коронацию и ваши личные потребности, казна пуста. Так наполните ее, слышите? Наполните! Да, а вы, господа, можете ежить в своих креслах, пока все штаны себе не протрете. Но с вашей помощью или без, я намерен увеличить армию и снабжать ее согласно нашим потребностям. Ну, еврей, чем занимался последнее время? Государственными делами, Ваше Высочество. Ты такой обаятельный лгун? Лорд Саффолк, как вы смеете? Вы хотели посмотреть на мои ноги? Нет, нет, Ваше Высочество. Уверяю вас. Где мой еврей? Доброе утро, мой муж. Вы снова здесь? Ну, конечно, лорд Саффолк здесь. Отец всегда советовал выбирать англичан, которые много не болтают. Понятно? Пошли, Зюс.
Что мне теперь делать с советом? Как убедить этих старых идиотов? Они просто не понимают, что нам нужна более сильная армия. Если они такие старомодные, значит, как ни жаль, нам придется действовать без них. Я приготовил план, который даст нам сильную армию, и которая будет для всех на первом месте. Как увидит Ваше Высочество, это не приведет к поднятию налогов. Это всего лишь система штрафов. Ох, и умен же ты, еврей. Большое спасибо, Ваше Высочество. Ландауэр! Какой сюрприз! Я так долго ждал твоего визита. Раб Йозеф, кто это такие? Аристотель, Гомер, Соломон, Моисей. Моисей? Да он в жизни так не выглядел. Давай устрою тебе экскурсию, Ландауэр. Это чтобы танцевать в одиночестве? Пошли, покажу тебе мою спальню. Шелковые простыни. Ничего, мягкие. Но я бы не смог здесь спать. Почему? Она слишком толстая. Но Ландауэр, это же Микеланджело. Все равно толстая. Моя жизнь принадлежит моему повелителю. Я сам его научил. Слушай, Йозеф, я понимаю, что у тебя огромный дом и множество слуг, которые заняты только тем, что носят дорогие костюмы. Я даже могу понять эту голую женщину, хотя она чересчур толстая. Нужен конь? Езжай на белом коне, но зачем еврею попугай? Прошу прощения, Ваше Превосходительство. Раби Габриэль передал весточку. Дом в Гирсау. В Гирсау? Ты красавица, Ноэми. Вся в мать. Ты точно такой, каким я тебе всегда представляла. Все, как рассказывал дядя Габриэль. Как долго ты пробудешь со мной? Так долго, как только смогу. Я знаю. Это так трудно. Ты нужен всем. Но ты нужен и мне. Я знаю, что все тебя обожают. Герцог, наверное, он очень добрый. И я слышал о тех чудесных вещах, что ты делаешь для людей. Теперь ты солдат. Ты что, не рад сражаться за герцога? Стража, кругом! Вперед! Ноэми.
Я был здесь так счастлив. Ты вернешься? Как только сумею. Как скоро? Не могу пообещать точно. Но я правда приеду. Ваше превосходительство. Да-да. До свидания, Ноэми. До свидания. Карета ждет? Да, ваше превосходительство. Никто ее не видел? Нет, ваше превосходительство. Простите, что потревожил. Но мне нужно было убедиться, что вы не мираж. Прошу, не уходите. Хотя бы позвольте вас проводить. Герсау — большой лес, а вы совсем одна. Было бы безопаснее, со мной все будет в порядке. Я знаю каждый уголок этого леса. Вы живете поблизости? Да. Разрешите. Магдалена Сибила Вайсензе. Фефле. У меня бал на следующей неделе. Мадемуазель Вайсензе уже приглашена? Но я не знал, что его превосходительство есть дочь. Да, есть. И убедись, чтобы приглашение было отправлено ей незамедлительно. Хорошо, ваше превосходительство. Вы обворожительны, ваше высочество. Благодарю. Вы прекрасны, как никогда, ваше высочество. Спасибо, мне очень приятно. Уверен, ваше высочество будут довольны. Она и впрямь чудесно поет. Надеюсь, мадемуазель не одинока? Нет, со мной отец.
Позволите мне занять его место? Вам нужно развлекать стольких гостей. Да, но лишь одну гостью я развлекаю с удовольствием. В случае с вами это не просто обязанность. К чему нам музыка? Пойдемте со мной. Но, умоляю, окажите услугу, пойдемте со мной в зимний сад. Там спокойнее и прохладнее. Какая красивая песня. Да и сама она красавица, правда, Карл? Да? Да. С тех пор, как я вас увидел, мои мысли были только о вас. Ваше лицо встало между мной и работой. Смотрит на меня из документов на моем столе. Похоже на то, будто ваше превосходительство заучило эти слова наизусть. Как мне убедить вас в своей искренности? Вы ответите на вопрос? Вы хоть немного думали обо мне? Да. А, вот ты где. Везде тебя ищу. Имею честь представить вашему высочеству мадемуазель Вайсензе. Посмотри на моего милого Карла. А теперь я должен поцеловать вашу руку. Похоже, он охотился в герцогских угодьях. Что за безобразие? У меня отличная идея. Такая нежная, прекрасная. Ее королевское высочество требует, чтобы мадемуазель Вайсензе немедленно составила ей компанию. Красотка. Красотка. Да. Но, ваше высочество, это дочь лорда-председателя. Какая разница? Она юна? За ней еще никто не ухаживал. Ах, вот значит как. Решил приберечь ее для себя. Как ты смеешь, Зюс? Нет, ваше высочество, вы неправильно поняли. Просто мне кажется... Довольно, еврей. Я буду ждать ее в твоей комнате. Вы так бледны? У меня сильно болит голова. Разумеется, встреча с вашим герцогом сильно вас волновала. Да. Мой муж иногда бывает очень напорист. У вашего высочества есть все, что нужно. Разумеется, еврей есть в твоем доме. Я как раз предавалась воспоминаниям о моем первом бале. Я была еще моложе вас. Да уж, от этих переживаний она полностью выбилась из сил. Может, вам прогуляться? Попробуйте вернуть ей румянец. Могу я предложить вам бокал вина? Нет, спасибо. Кажется, мне уже лучше. Здесь так тихо. Мы снова встретились, мадемуазель. Не буду тебя задерживать, Зюс. Ты должен вернуться к гостям. Я развлеку мадемуазель. Мне пора идти. Мой отец, мадемуазель. Ваше превосходительство, я ищу свою дочь. Мадемуазель отдыхает в тихой и прохладной комнате. У нее немного болит голова, но я думал, что она с вами. Была. Может,
Может, мне пойти к ней? В этом нет нужды, мой лорд-председатель. О ней заботится его высочество собственной персоной. Прошу, присядьте, выпейте бокал вина. Я рад, что у меня появилась возможность перекинуться с вами парой слов. Сегодня его высочество с необычайным жаром рассказывал мне о его расположении к лорду-председателю совета. Думаю, это к повышению и к наградам. У нас прекрасный дом в Гирсау. Он всегда дарил нам счастье, мне и моей дочери. Мы гуляем по моим виноградникам, ходим в лес, возвращаемся и садимся у огня. Сейчас вопрос стоит таким образом, мой лорд-председатель. Я совершенно точно могу вам пообещать награды и повышение. Надо поговорить. За это я представлю тебя к награде, еврей. Красивые, глубокие, словно озера. Ее глаза подобны цветущим озерам. Подобны цветущим озерам. Подождите здесь, ваше превосходительство. Мадемуазель Вайсензе скоро будет к вашим услугам. Очень любезно с вашей стороны, что согласились меня принять, мадемуазель. Я делаю это по просьбе Его Королевского Высочества. Согласно указаниям Его Королевского Высочества, я должен вручить вам это, мадемуазель. Прошу, передайте Его Королевскому Высочеству мою признательность за этот подарок. Вы выразились предельно ясно. Королевский посланник откланивается. Йозеф Зюс остается. Я достаточно вынесла. Это тоже стерплю. По крайней мере, вы со мной честны. Я тоже буду честен. Подумать, как я с вами обошелся, моя вина. Но я ничего не могу поделать. С тех самых пор, когда я был маленьким мальчиком из гетто, я вытерпел все, пожертвовал всем ради власти. Я ничего не могу себе позволить, ни дружбы, ни печали, ни жалости, ни любви, чтобы это не помешало мне идти за моей путеводной звездой до конца. А теперь разрешите еврею удалиться.
Этот еврей увел всех покупателей. Ты же знаешь, что у Зелихмана товар лучше. Прикрой свой рот. Скажи, что ненавидишь евреев. Говори! Скажи, что ты ненавидишь евреев. К черту евреев! К черту! Да, к черту! Танцуй, еврей! Еврей, танцуй! Еврей, танцуй! Еврей, танцуй! Еврей, танцуй! Чертов еврей! Ты здоровый тупой громила. Оставь. Оставь же. Хватит сегодня работать. Ты достаточно сделал. Пойдем. Пойдем внутрь. Сегодня же Пасха. Я не могу найти мою дочку, мою Бабет. Я везде ее искал. Повсюду. Я вот что нашел. На ней кровь. Кровь. Я нашел ее рядом с лавкой Зелихмана. Еврейская лавка. У них вроде сегодня Пасха. Разве им не нужна христианская кровь? Евреи! Найти! Евреи! Поймать! Казнить! Все в гетто! Открой дверь. Для Илии, пророка. Вон его дом. Вот, его тележка. Христианская кровь. Вот этот еврей. Казнить его! Казнить! Убить их всех! Уже 3 недели несчастного Зелихмана держат в тюрьме. Скоро его начнут пытать, чтобы добиться признания. А потом повесят. Старые сказки, ты сказал. Этому не бывать, ты сказал. Так вот, это случилось. И я еще раз тебя спрашиваю, что ты собираешься делать, Йозеф? Его сможешь спасти только ты. Это не так просто. Ты заботишься о судьбе одного человека, а я вынужден думать о всех евреях. Когда на моих плечах лежит такая ответственность, я должен удостовериться, что не жертвую всем, чего я добился ради незначительного вопроса. Незначительного вопроса? Угроза жизни еврея — это незначительный вопрос? И ты можешь предотвратить ее, сказав всего одно слово своему герцогу. Хочешь, чтобы я пошел и рассказал, что Йозеф Зюс предатель? Неправда. Разве я недостаточно сделал для еврейства? Знаю, знаю. Ты открыл синагогу, больницу, школу, другую. Молодец. Жертвуешь деньги бедным? Молодец. Я тоже жертвую деньги. А кто нет? Я сделал гораздо больше. Если бы я отрекся от еврейства и стал христианином, с какой легкостью я бы стал первым человеком в империи?
Но я остался евреем. Я никогда этого не отрицал. Я еврей. Так покажи, что ты еврей. Но быстро, быстро, быстро! Сегодня я ничего не могу решить. Я должен как следует над этим подумать. Это может быть неуместно. Неуместно. Спасти еврея, который виновен лишь в том, что он еврей. Хорошо. Пусть Зелихман умрет. Он будет не единственным. Дай им волю один раз. Они будут истязать и убьют всех нас, кроме Йозефа Зюса, который пожертвовал своим народом ради дома, ради лакеев, ради золотых нарядов. Вы? Это правда, что ты хочешь допустить смерть невинного человека, чтобы не рисковать своим личным успехом? Нет, это не так. Уж вы-то меня понимаете. Но девочка не понимает. Она слышала, что одно твое слово может убедить герцога спасти его жизнь. Ты — ее любимый отец. Такой чудесный, такой добрый, опора всех иудеев. Она сказала, опора всех иудеев? Я покажу ей, что власть досталась мне не зря. Я сделаю это сейчас. А затем я поеду к дочери. Прежде чем ты поедешь к дочери, езжай навести свою мать во Франкфурте. Но? Ваше Высочество столько раз говорили, что я могу просить о чем угодно, и моя просьба будет исполнена. Смею напомнить Вашему Высочеству, я ни разу не воспользовался вашим любезным предложением. Но сегодня я пришел просить... О нет, Зюс, ты все испортил. Я хотел сделать тебе сюрприз. Смотри. Письмо императору с просьбой о предоставлении тебе дворянства. Я собственноручно его написал. Я ошеломлен. Но не об этом хотел попросить Ваше Высочество. Что? Тебе мало? Чего же ты хочешь? Мне нужен Зелихман. Зелихман? Кто такой Зелихман? Зелихман не виновен. Ваше Высочество прекрасно об этом знает. Во имя справедливости я прошу Ваше Высочество даровать ему свободу. Как ты посмел прийти сюда и вступиться за этого мерзкого детоубийцу? Он не убийца. Нет никаких доказательств. Поэтому я вынужден повторить свою просьбу о его освобождении. Идиот! Зачем ты меня в это впутываешь? Ради Зелихмана? Или всех евреев? И тебя, в частности. Я хорошо понимаю, что вы абсолютно правы. Но мне все равно нужен Зелихман. После всего, что я для тебя сделал, ты не мог найти другого еврея? Откуда у тебя столько нахальства берется просить меня о таком? Раз и навсегда, держись от этого подальше, Зюс. Не будь глупцом. Как ты думаешь получить от императора свое свидетельство о дворянстве? У тебя безоблачное будущее. Думаешь, ты такой незаменимый, что можешь оскорблять меня, глядя в лицо? Думаешь, если я сделал тебя своим финансовым советником, эта должность больше не актуальна? Я прошу вас принять мою отставку.
Я уйду сегодня же. Ладно, прекрасно. Забирай своего проклятого еврея. Но запомни мои слова, Зюс. Однажды ты за это ответишь. Мой прекрасный сынок. Мама. 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 Сыночек. Мой прекрасный, чудесный сынок. Мой Зюс. Я так тобой горжусь. Слушай, да ты стал еще краше. Серьезно. А твое платье? Какое красивое одеяние. Такое дорогое, такое богатое. Скажи им что-нибудь. Конечно. Еще раз спасибо. На что еще может уповать человек, как не на возможность иметь такой народ? Но теперь я вынужден попросить у вас прощения. Здесь есть человек, у которого на меня больше прав, чем у вас. Моя мать. Дайте мне побыть с ней несколько часов. Вы не против? Нет! Они с тобой обращаются, как будто ты сам император. Ты ему сказала? Габриэль, не сейчас. Он только приехал. И бумаги нужно сказать сейчас. Принеси письма. В чем дело? О чем вы говорите? К чему вся эта таинственность? Прочти. О, нет. Мне остаться? Нет, можешь идти. Но я не понимаю. Эти письма — любовные письма к моей матери. От маршала фон Гейдерсдорфа.
Якоб Оппенгеймер любил твою мать. Он встретил ее за 3 месяца до твоего рождения. Он женился на ней и воспитал тебя как своего сына. Не может быть. Вы говорите? Да, Йозеф. Маршал фон Гейдерсдорф? Мой отец? Маршал фон Гейдерсдорф. Значит, я не еврей? Сын маршала фон Гейдерсдорфа. Я присмыкался, плел интриги и страдал. Совершенно зря. И вы говорите мне об этом сейчас. Сейчас, после того, как я спас Зелихмана. После того, как я стал величайшим из евреев. Единственный еврей, который, несмотря на свое происхождение, обладает большей властью, чем любой из германских дворян. Йозеф, что ты собираешься делать? Я не знаю. Езжай к дочери. Она скажет тебе. Да. Вот этот дом, Ваше Высочество. А за этой изгородью спрятан мой маленький сюрприз. Тогда вперед, чего мы ждем? Ворота вон там, Ваше Высочество. Кому нужны ворота? Нофер, подсади меня. Черт возьми, да мы будто в церковь попали. Нофер, попробуй найти вино. Бокал вина мне бы не помешал. Может, сперва осмотрите другие комнаты, Ваше Высочество? Так. Еврей придержал ее для себя. Спрятал ее от меня, мерзавец. Какая ягодка. Мадемуазель, дочь нашего любезного еврея. Это, Ваше Высочество, и было моим маленьким сюрпризом. Просто венец творения. Мечта Востока. Как же вас зовут, мадемуазель? Суламифь? Соломея? Не бойтесь, я не съем вас. Ноэми, дитя. Ноэми. Я ведь твой повелитель. Твой и твоего отца, герцог и государь. Пойди сюда. Поцелуй руку своему государю. Ноэми. Поцелуй руку герцогу, дитя мое. А теперь ты должна выпить за здоровье твоего герцога. Ноэми. Ноэми. Детка. Ноэми. Замечательный сюрприз, Вайсензе. Ловко ты все устроил. Мы еще посмеемся над этим евреем. Молодые еврейки прекрасные. Пожалуй, они лучше всех, особенные. Извинись за меня перед остальными, Вайсензе. Скажи, чтобы меня не ждали. И пришли за мной карету. Попозже.
Не пугайся, дитя. Глупенькая. Ах ты, маленькая проказница. Как ты сюда попала? Нам лучше уехать, Ваше Высочество. Я и раньше видел трупы. Я видел тысячи трупов на поле брани. Мужчин, которые погибли благодаря мне. Так чего мне бояться маленькой мертвой еврейки? Нужно уходить, Ваше Высочество. Нет, это будет выглядеть так, будто я боюсь еврея. Найди карету, отправь ее за Зюсом. Скажи, чтобы немедленно ехал сюда, ко мне. Но, Ваше Высочество, это все. Это герцог виновен в ее смерти. Ты виновен в ее смерти. Если бы я уехал с ней далеко-далеко, очень далеко, в глухие края, могу я с ней поговорить? Если ты ступишь на путь праведный, то она упокоится с миром. Герцог здесь. Хочет поговорить с тобой. Будь мужчиной, Зюс. Не дай горю тебя одолеть. Я видел девочку. Я знаю, кем она тебе была. Я все понимаю. У тебя еще столько всего в этой жизни. У тебя есть милость твоего герцога. Пусть она послужит тебе утешением. Да, господин герцог. Искренне, от всего сердца.
Я сочувствую тебе. Но если ты думаешь, что я имею к этому отношение, то, уверяю, ты сильно ошибаешься. Кто бы мог подумать, что девочка не понимает безобидных шуток? Да, господин герцог. Я не хочу, чтобы между нами что-нибудь стало. Не держи на меня зла. Дай руку. Биан. А теперь похорони свою покойницу. А потом скорее возвращайся к нам в Штутгарт. Видишь, каким коварным я стал. Пожал ему руку. Он даже не понял. Возвращайся в Штутгарт. Он надеется купить меня наградами, деньгами. Врешь, господин герцог. Врешь, господин убийца. Врешь. 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 Ваше превосходительство довольны? Мне очень нравится. А, вот ты где. Мы подумали, дай заскочим, сделаем тебе сюрприз. Твои люди пытались нас убедить, будто ты обручился. Скажи, еврей, кто она? Последнее время я почти не вижу тебя во дворце. Я очень занят, Ваше Высочество. Да, я не жалуюсь, но я не хочу терять тебя из виду. Ты всегда был мне верным министром. Также мы были друзьями. Ваше Высочество мне льстит. Главное, чтобы ты помнил, что я человек признательный. Чем больше ты для меня сделаешь, Зюс, тем больше выгодаешь. Не держи на меня зла. Что это за красавица? Кто она? Моя дочь. Твоя дочь? Я не знала, что ты был женат. Что ж, ты правильно сделал, что избавился от нее. Карл ведь такой влюбчивый, правда? Она мертва, Ваше Высочество. Да, да, но... Такая трагедия. Это было не так давно. Я забыл тебе об этом рассказать. Приходится думать о стольких вещах. Ну, мы, пожалуй, пойдем. Зюсу нужно работать. Бедный еврей. Даже скорбь не может помешать твоей работе. Моя скорбь только побуждает меня работать еще усерднее. Верно, правильно, во имя общего блага. Теперь я покажу, насколько я тебе доверяю. Назначаю тебя финансовым директором. Сможешь подписывать все указы самостоятельно и не будешь подотчетен никому. Спокойной ночи, господин финансовый директор. Спокойной ночи, Ваше Высочество. Твои люди нас проводят. Тебе пора за работу. Хефле, пиши. Карл Александр, герцог Вюртембергский и Текский, провозглашаю, что при неуплате чрезвычайного налога по первому же требованию на товары и движимое имущество данного домовладельца будет налагаться арест, в 3 раза превышающий сумму неуплаченного налога. Наши права. Эти новые законы категорически противоречат Конституции, которая является нашей единственной защитой.
В Вюртемберге нет никакого чрезвычайного положения. Мы не окружены врагами. У нас всего один враг. И кто это? Это герцог. Герцог. Да. На указе о новых налогах стоит печать герцога. Но разве он их получит? Долой чертова герцога! Карл Александр, князь грабителей. Свинья, еврей Зюс. Поджигайте их! Если мы, вюртембергцы, гордо поднимем наши головы и встанем плечом к плечу, давай, продолжай свою речь. Интересно, что ты расскажешь? Я жду. Отец, ваше превосходительство. Я не подумал. Вот именно. Ты посмел оскорбить своего герцога и его министров. Расходитесь по домам. Все до единого. И запомните этот урок раз и навсегда. По Конституции, ваш первейший долг — это почитать и слушаться вашего герцога. Прочь! Ваш покорный слуга, ваше высочество. Позвольте повторить, ваше высочество, ваш покорный слуга. Зюс, ты втравил меня в серьезный скандал. Какого черта ты решил закрутить гайки? Ты утратил свой разум. Еще немного, и на меня ополчится вся страна. Советник кружит вокруг меня, а кишмель просит, чтобы я от тебя избавился. Если ваше высочество больше доверяет членам совета... Что-что? Я не склонен наказывать свои услуги, если в них нет нужды. Как ты можешь так говорить, когда я отложил заседание совета, не дав им ответ? Как ты смеешь жаловаться? Я защищал тебя от всех министров, от всех моих людей. Вы защищали меня, ваше высочество, потому что знаете, что только я могу вам помочь стать королем. А может, даже императором. Вторым Александром Великим. Конечно, но я уверен, что должен быть способ без попрания Конституции. Конституции? Если она становится преградой, порвите ее. То есть, да, воспользуйтесь правом, данным вам судом, которое украла у вас так называемая Конституция. Пусть реальность правит вашей страной, Вюртембергом. Как это можно сделать? План такой. В следующий вторник вы проведете ночь в охотничьем домике. Вы будете под охраной кавалерии. В это время генерал Рельфинген арестует всех лидеров Конституционной партии. Затем он разоружит ополчение, займет парламент, а утром, в среду, король Карл Александр въедет в Штутгарт. Вот список людей, подлежащих аресту. Это реально? А почему бы и нет? Оно того стоит. Да. Но, возможно, потребуется пароль. Знаю. Это мой девиз. Атемто. Дерзаю. Если бы я только мог избавиться от этого мерзкого еврея.
Но вы так прелестны. Даже более чем, поскольку ваш визит. Оставьте галантные речи. Сейчас не до них. Я принесла вам это. Список подлежащих аресту, который я дал его высочеству. Где вы его взяли? Его высочество оказали мне честь, навестив меня сегодня вечером. Он был очень недоволен и очень пьян. Он выпил еще, а потом размахивал передо мной этой бумагой. Когда я прочла ее, то устроила так, чтобы он забыл о ней. Вернер, Штатсман, фон Кербер, Эрнст Флюк, Йозеф Зюс Оппенгейм. Йозеф Зюс Оппенгеймер. Старый лис. Старый глупый лис. Вы принесли его мне, потому что там было мое имя? Да. Почему? Потому что каждый день с того случая я слышала, как мое сердце отбивает одно слово. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. И вдруг сегодня, когда я увидела в этом списке ваше имя, то поняла, это было неверное слово. Ни один человек не вел себя с женщинами более гнусно, чем я с вами. Я намеренно уничтожил то, что могло бы стать Несмотря на все это, вы принесли мне сегодня эту бумагу. А я по-прежнему ничего не могу дать вам взамен. Но вы можете спастись. Вы не позволите им. Не нужно бояться ни за меня, ни за вашего отца. По крайней мере, это я могу вам точно обещать. Но я все равно должен идти за своей звездой, куда бы она меня ни вела. Но я должен за ней идти. Господа, господа, прошу внимания. Господа, предлагаю тост. За его величество Карла Александра, первого короля Вюртемберга. За его величество, за его величество. Куда запропастился гонец? Гроза и плохие дороги, ваше высочество. Он будет с минуты на минуту. А, Нойфер, это гонец? Нет, ваше высочество. Ваше лекарство. А, давай сюда. Где девка? У вас в кабинете, ваше высочество. Она ждет уже 2 часа. Ей бы не пришлось ждать, если бы не ты. Дела важнее досуга. Еще вина, ваше высочество? Нет. Мой доктор говорит. Да, к черту доктора. От его кровопускания я чувствую себя дохлой крысой. Говорит, у меня слишком много крови. Чушь. Давай, налей мне вина. Не могу это пить, пока не услышу новостей. Не о чем беспокоиться, ваше высочество. У нас идеальный план. Ну, конечно. Это ведь еврей его мне разработал. Это самое забавное. Он его разработал, а теперь он... Гонец, ваше высочество. Я сам его приму. Вот как. Ты не... Ремхенген не... Нет, ваше высочество. Генерал Ремхенген меня не арестовал.
Сегодня в Штутгарте не арестовали никого, кроме генерала Репхингена. Это народное ополчение воспользовалось паролем «Атемпту» и разоружило королевские войска. Проще говоря, Ваше Высочество, переворот провалился. Ты... Да, Ваше Высочество, это сделал я. Нойфер. Доктора. И священника. Что? Хочешь сбежать от меня в мир иной? Правда? Но я тебя не отпущу, пока ты меня не выслушаешь. Ты убил моего ребенка. Я стоял перед тобой рядом с ее мертвым телом. И поскольку я не кинулся на тебя и не сдавил твое горло, ты поверил, что смог избежать моей мести. Ты — гнусная дрянь. В этом и заключалась моя месть. Раздуть твое тщеславие до небес, чтобы ты мечтал стать королем, цезарем, императором, а потом показать, кто ты есть на самом деле. Ты просто несуразный комок плоти, абсолютно нелепый в своих глазах и глазах всего мира. В былые времена мы могли бы стать друзьями, Карл Александр, если бы ты принял от меня все хорошее, а не только дурное. Тогда бы не было конца тому, что мы могли бы совершить вместе. Ты великий князь и герой. Герцог мертв. И кто теперь будет королем Вюртемберга? Грудной ребенок? Народная партия сохранит власть. Нам стоит к ним присоединиться. Что ни сделаем, мы будем выглядеть так, словно пытаемся усидеть на двух стульях. Чертовски сложная ситуация, скажу я вам. Похоже, вы не очень хорошо себе представляете, что нужно делать в такой необычной ситуации. Арестуйте меня, и вы спасены. И неважно, кто станет королем. Именем герцогини и Конституции я арестовываю тебя, еврей. Я признаюсь, что был верным слугой своего господина, нашего последнего герцога, главы государства. В соответствии с этой самой Конституцией, которой вы, господа, так страстно клянетесь в верности, если это измена, тогда, господа, меня судят изменники. Довольно болтовни, еврей. Тебе не избежать поездки в повозке смертников прямо в ад.
Лучше не трать свое и наше время, а дай нам хорошее, толковое признание. Вы сказали это так обаятельно, что практически уговорили меня признаться в делах, которые я не совершал. В конце концов, вам не повесить меня выше виселицы. Правда? По закону судить его не за что. Я с самого начала вас предупреждал. У вас нет никаких шансов его повесить ни по одному из обвинений. Еще как есть. Председатель, этот закон давно забыт. Он устарел. Его не применяли уже 200 лет. Но он по-прежнему в законнике. И человек, которому применить его уместнее всего, это еврей Зюс. У вас были плотские отношения с христианками? Я и не подозревал, что попал на суд нравов. Но если суду требуется полный список всех моих прегрешений, с того момента, как я достиг зрелости, с именами и адресами этих женщин, я могу только отказать. Вы слышали признание из уст подсудимого. Согласно 47-й статье уложения о наказаниях, совершенно очевидно, что еврей, у которого были отношения с христианками, должен быть казнен. Господа, если вы хотите приговорить меня к смерти на этом основании, признаю, вы можете это сделать. Вся священная Римская империя будет смеяться. Но не надо мной. Прошу, Ваше Высочество. Мой последний зять, Карл Александр, был идиотом. Я всегда это знал. Но вы не идиот, поэтому, скажем так, ради моей дочери я решил вам помочь вновь обрести свободу. Ваше Высочество, я променял свой дворец на эту камеру по собственной воле. Очевидно, что у меня должны быть причины для такого обмена. Ваше Высочество, миль мерси. Зюс, не будьте таким глупцом. Чего вы хотите? Умереть ради потомков? Стать мучеником в их глазах? В наше время так уже не делают. Я все устроил. Но я должен поставить одно небольшое условие. Оно доставит вам минимум неудобств. Просто вам надо стать христианином. Как-то раз в жизни, Ваше Высочество, я уже сталкивался с этой проблемой. Я пошел за советом к единственному человеку, который, как я думал, мне поможет. Но этого человека там не было. И тогда я понял, моей проблемы больше не существует. Для нее я всегда был евреем. А значит, евреем я и останусь. Миль мерси, Ваше Высочество. Но разве я не мать правящего герцога? Конечно, Ваше Высочество. Но когда правящий герцог — это грудной ребенок, Конституцией установлено, что страной должен править регент. Голосованием Совета регентом выбрали меня. На время, пока ваш ребенок не вырастет. Законы такие глупые и запутанные. Я правда этого не понимаю. Жаль, что я не могу посоветоваться с евреем. Это невозможно, Ваше Высочество. Советник ждет, когда вы приедете подписать приказ о его казни. Генерал Ремхинген уже там. Я должна решать и его судьбу? Меня никогда не заботил этот человек. По сравнению с евреем он был таким занудой. Грета, нельзя так с фатой. Она похожа на веревку. Я хочу знать, почему он не может работать на меня так же, как работал на моего мужа? Это невозможно, Ваше Высочество. Тогда в стране через сутки начнется революция. Что ж, это ваше дело, не мое. Вы же регент.
Грета, ты воткнула булавку мне прямо в голову. И все-таки мне будет его не хватать. Я буду скучать по еврею. Он такой занятный человек. А уж как он был верен бедному Карлу. Первый снег. Выпей вина, Йозеф. Сладкого вина из Палестины. Он теперь будет падать на тюльпаны в Гирсау. Благодаря этому снегу они будут лучше цвести весной. Да. Помню, как шел снег, когда умерла Лия. Прежде я ни разу не видел могил. Я их страшно боялся. Я всегда представлял их в виде ужасных, уродливых ран в чреве ненасытной земли. Но снег превратил ее в белую, сверкающую впадину. Такую мягкую, такую приятную, что все страхи испарились, и на меня снизошло спокойствие. А потом, когда я пришел домой, там был маленький белый сверток. Ребенок. Ноэми. Выводите. А вот теперь посмотрим, сможем ли мы повесить тебя выше виселицы.
Закройте окно. Внемли, Израиль! Господь, Бог наш! Господь один! 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 Быть может, когда-нибудь стены падут, как пали стены Иерихона, и все люди станут одним народом. Конец.